После поражения римлян под киноскефалами царю Македонии Филиппу V было позволено сохранить власть, но лишь в качестве зависимого от Рима правителя. Когда Филипп умер, его наследником стал Персей, которого не устраивало римское господство. Будучи весьма честолюбивым, царь начал возрождать былое могущество Македонии. Обеспокоенные тем, что под его властью оказалась практически вся Греция, римляне объявили Персею войну. Чтобы покарать Персея, в Македонию была отправлена армия под командованием опытного военачальника консула Луция Эмилия Павла. После многодневных маневров он наконец настиг противника близ города Пидна. Римляне остановились на холмах, но их фуражиры подошли слишком близко к боевым порядкам македонцев. Началась схватка, в которую втягивалось все больше людей с обеих сторон. Тогда римляне перешли в наступление, и царь Персей тоже приказал македонцам готовиться к бою. Сражение началось 22 июня 168 года до нашей эры. Македонцы заняли позицию на равнине к югу от прибрежной Пидны. Там фаланга находилась в довольно выгодных условиях для сражения. Римляне начали спускаться с предгорьев горы Олокор. Их войско состояло из 29 тысяч солдат, из них было почти 25 тысяч пехоты, включая 2 легиона. У македонян было 44 тысячи воинов, из которых 21 тысяча были фалангитами. Численность конницы у противников была примерно равной, по 4 тысячи у каждой из сторон. Римляне разместили 2 легиона в центре, а союзную пехоту расположили на флангах. Конница, как обычно, была помещена на крыльях построения. На правом фланге римлян также находилось 22 боевых слона. Фаланга занимала центр македонской армии. Легкие пельтасты, наемники и фракийская пехота прикрывали фланги, конница тоже расположилась на флангах. Более сильные войска находились на правом македонском фланге, где Персей командовал тяжелой конницей. После сближения армий и столкновения на флангах, римляне изобразили смятение, сделав вид, что противник их обескуражил и устрашил, и начали запланированное отступление к горе Олокор. При этом консул Павел заметил, что македонская фаланга продвигалась вперед не слишком организованно, с разрывами между отдельными ее частями. Поэтому он приказал отрядам легионов, против которых появились разрывы фаланги, действовать независимо друг от друга, вклиниваясь в эти разрывы и атакуя с флангов. Легионеры, вооруженные щитами и короткими мечами, проскальзывали мимо македонских пик, вступая в ближний бой, в котором преимущество было на их стороне. Строй фалангитов смешался. Они не могли понять, с какой стороны их будет атаковать противник. Следует отметить, что со времен великого царя Филиппа и продолжателя его дел Александра боевые качества и дух фалангитов существенно ослабли. Теперешним новобранцам не хватало боевой практики, ведь после поражения под киноскефалами численность македонской армии была принудительно ограничена 5000 человек. Да и противостояли им не легковооруженные подневольные азиаты, а хорошо обученные маневренные отряды римлян. Но даже им было трудно одолеть македонскую фалангу с фронта. Поэтому решающим фактором в этом сражении стали маневры римлян, разрушившие монолитность строя фаланги. После ряда неудачных попыток македонцев изменить ход битвы, они стали паниковать и, окруженные со всех сторон, наконец побежали. Царь Персей со стороны наблюдал за плачевным ходом сражения. В отличие от своего великого предшественника Александра, он не проявил должной решительности и вместе с конницей трусливо покинул поле битвы. В результате македонская армия была разбита, потеряв 20 тысяч человек убитыми и 11 тысяч ранеными. Само сражение длилось около часа, но преследование продлилось до сумерек. Бежавший царь Персей был настигнут и захвачен римлянами, которые сохранили ему жизнь для того, чтобы он украсил триумфальный въезд в Рим консула Эмилия Павла. Сражение показало преимущество римского легиона перед фалангой в маневренности. Однако есть основания предполагать, что битва была проиграна из-за бегства Персея и фактического предательства его гиттаеров, которые не участвовали в сражении. Разбив македонян при Пидне, консул Эмилий Павел опустошил земли бывших союзников Персея Иллирию и Эпир. Македония была разделена на 4 союза городов, которые были лишены права поддерживать экономические и политические связи со своими соседями.